Всем доброго утра. Всем гостям моего канала, подписчикам, девочкам и мальчикам. Давайте вместе позавтракаем и послушаем историю, которую мне вчера рассказала знакомая. Я вам сейчас немножко предисловие расскажу, как я с ней познакомилась. Ну, эта девушка среднего возраста, она на год меня постарше. Сегодня у меня паста с этого, как его, с тушенки с индейки, огурцы, помидоры и хрен. Она сама с Литвы. Приехала она сюда много лет тому назад. В Литве она вышла замуж за парня, который служил с Чувашией. Она не с Марпасаде, ну, они не в Марпасаде живут. Они живут в деревне. Ой, надо вас подправить. Много лет тому назад она вышла в замуж, приехала. Буду укороченно как-то рассказывать, потому что, не знаю, наверное, получится длинный ролик. Не знаю, девочки. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. На время уже 8 часов доходит. Вот. Приехала она, значит, здесь к парню, к своему мужу. Ну, он жил с родителями в доме. Живет она здесь уже, ну, лет 30. Лет 30-29. Похоронила она мать его, самого мужа. Он умер 8 лет тому назад. 8? Нет, поменьше. Поменьше. Не помню сейчас, девочки, врать не буду. Но ему было 48 лет. Они люди совсем не пьющие. И не курили. Ни он, ни она. Ну, как, кстати, по праздникам, говорит, мы выпивали там рюмочку 2, не больше. А сейчас, говорит, я вообще, говорит, 8 лет в рот не беру. Мы с ней познакомились случайно, 27 лет тому назад. В автобусе я ездила за смесью детской, Семилка покупала в Новочебоксарске. Она садилась тоже в автобус, потому что она в деревне живет. Ну, приезжаем в эту деревню, озвучивать не буду, ее имя тоже не буду говорить. Вот. Ну, неважно. Мы с ней как бы познакомились, стали общаться. У нее еще тогда на тот момент не было ребенка. Она приехала с подругой. У нее подруга тоже вышла замуж. На тот момент, тоже литовка, на тот момент та подруга тоже, она болела раком. А они всю жизнь держали скотину. Ну, деревня из деревни. Не знаю, в какой деревне как, но у нас в чувашских деревнях в те времена, сейчас не знаю, как живут люди, нужно было вкалывать. Печку топить, за водой на колодец сходить, скотину кормить, ухаживать за ней. И за огородом тоже в летний период. Вот она выбрала себе такую жизнь, потому что она очень сильно его полюбила. И приехала с ним к нам. Она такая
по внешнему виду она с меня ростом, у нее рост 175. Но она поплотнее меня в 2 раза. Ну, где-то килограмм 120-130. Широкая такая тетечка. Вот. Мы с ней общались. Я к ней один раз ездила в гости в деревню. И потом, не знаю, так судьба распорядилась, что мы с ней уже больше не встречались. В прошлом году мы с ней увиделись в автобусе опять. Я говорю, вы меня узнаете? Она говорит, да. Оля. Я говорю, да. Она говорит, я помню, как мы с вами познакомились, общались. Я говорю, как дела у вас? Ну, она сказала, что у нее уже сыну 22 года. Вот. Мужа она похоронила. У нее здесь нету родственников. Ну, друзья есть у них, как бы близкие. И они вдвоем с сыном. Мальчика я ее не видела. Потому что мы на тот момент не общались, как вы понимаете. Обменялись мы номерами телефонов. Потом она потеряла телефон, я потеряла, не потеряла, обновление произошло, и у меня пропали контакты. Даже контакты сына там, понимаете, пропадают. Когда обновление происходит, да, вот бывает такое. Контакты там, мам, не все контакты, но пропадают. Вот, и я ее потеряла. И вчера мы случайно встречаемся в конференц-центре. Она говорит, Бог есть на свете, Оля, говорит. Я, говорит, так тебя искала, говорит, твой номер телефона. Ты, говорит, мне так нужна была. Она не знает, где я живу. Но она знает, что с Марпасада, а где именно, не знает. Мне, говорит, надо было с тобой именно поделиться, говорит, о ситуации, которая со мной произошла. Я, говорит, в деревне не могу делиться, говорит. И с друзьями тоже. Не хочу быть перед их глазами, как прокаженная. И вот, и потом мы менялись номерами телефонов, я пошла домой, она ко мне к вечеру позвонила и рассказала девочке такую историю. Она, я говорила уже вчера, как бы, да, у нее на теле родинки. Работала она на хлебзаводе. Много лет. Без отпуска. Без выходных, без проходных. Облагороживала дом. Газ проводила, воду проводила. Ну все. Вкалывала. Как ломовая лошадь. А на хлебзаводе это каторжная работа. Я не работала, но слышала. И от мамы слышала. Это адский труд. Вот. Она, говорит, ни разу отпуска не брала за 9 лет. И тут у нее, девочки, эти родинки, в один прекрасный день на работе у нее покраснели руки сильно. У нее множество родинок. И грудь. Я, говорит, девчонкам показала. Девчонки говорят, надо срочно в больницу. Она поехала в больницу. В больнице ей сказали прямо, говорит, как увидели. Даже, говорит, анализов еще ничего не проходила. Ей сказали рак. Рак груди. Послали ее в онкологию. У нас в Чебоксарах. Еще до обследования. У меня, говорит, такой шок, говорит, был, Оля. Ты, говорит, не поверишь. Я говорю, я представляю, потому что у меня практически такая же ситуация произошла в 38 лет. Похожая.
Когда тоже врачи ставили. И вот. Обследовали. Ну, как бы не стали еще обследовать, но обследовали там поверхностно и сказали, у вас рак груди, раз у вас рак груди, нужно удалять яичники. А климакс у нее начался в 40 лет, а сейчас ей 47. Яичники, чтобы вас, говорит, не кидало там в пот, в жар, говорит, в холод. Она, говорит, меня постоянно, говорит, периодически хоть кидала, говорит. Вот. Что вы думаете? Я им говорю, удаляйте все. Раз такое дело, если будет хуже, значит, удаляйте и матку, говорит. Но она, естественно, испугалась. Положили ее в больницу под общим наркозом. Матку ей не удалили, но удалили яичники. Хорошие, здоровые яичники девочки удалили. Пока она там лежала, пока ей сделали операцию, пока ее все обследовали, говорит, обследовали всю бесплатно в онкологии. От головы на ног, позвоночник, все, МРТ, все, говорит. Поставили ее в онкологию на учет. Все органы обследовали. Когда, говорит, сказали, что, говорит, рак, жизнь, говорит, у меня перелетела вся перед глазами. Я же, говорит, в жизни ничего не видела, говорит. С молодости вышла в замуж, приехала сюда, в Чувашию. Всю жизнь вкалывала, говорит. Белого света, говорит, не видела. Первый ребенок был выкидыш. Вот потом, говорит, мальчишку родила. Мальчишка сейчас живет отдельно, в городе. Работает, учится. Хорошего мальчишку, говорит, родила. Работящего, говорит, к труду приспособленный с 12 лет, говорит. Помощник, говорит, во всем. Вот. Ну, в деревнях оно так. Говорит, вся жизнь перелетела, говорит, перед глазами. Думаю, что, говорит, видела в жизни? Ничего. Сыну, говорит, сначала не сказала, а потом, говорит, стала говорить. А он, говорит, был в шоке. Говорит, мама, как это так? Говорит, папа ушел, говорит, в 48 лет. Говорит, и ты, говорит, будешь уходить в 47 лет. Говорит, как, говорит, на кого, говорит, ты меня оставишь? А у нас никого нет. А, говорит, а там на родине, говорит, мне, говорит, одна мама у нее, ну, с сестрами там. Маме уже, говорит, тоже там 80. Она не выездная, потому что у мамы проблемы сильные с позвоночником, ее нельзя транспортировать. Вот. Я, говорит, в таком шоке, говорит, была. Я говорю, я представляю. Меня, говорит, спас, говорит, кот. Несколько лет тому назад. Выхожу, говорит, снег чистить. Подкинули к воротам дома в коробке слепого котенка ей. Зимой. Я, говорит, взяла, говорит, его, смотрю в коробке маленький, говорит, слепой, говорит, вообще глаза даже не открытые, говорит. Я, говорит, его выходила. Кормила, говорит, сначала из пипетки, потом из пипетки ему, говорит, маловато. Стала, говорит, марню мочить в молоке, говорит. Стала через марню молоком отпаивать, говорит. Глазки открыл. Рассказывал так, знаете. Я-то рассказываю одно, но она ведь рассказывала сама о своей жизни. Да, вы знаете, как девочки трогательно. Сейчас, говорит, он у меня 6,5 килограмм весит. Любит, говорит, кильку в томате. И лапы куриные. И не переваренные, говорит. Только до кипения довела, немножко покипятила минут 5, и все, говорит. Вот такие, говорит, любит кушать. Он, говорит, у меня такой красавец, и самый мой любимый. Он, говорит, всегда со мной, говорит, он такой тяжелый, говорит.
И, говорит, наступил, когда вот этот период, мне, говорит, не с кем было поговорить. И я, говорит, с ним разговаривала. Он, говорит, меня очень внимательно слушал. Я, говорит, ему все рассказывала. И он, говорит, меня спас. Я, говорит, хотела броситься под колеса, говорит, машины. А потом думаю, говорит, брошусь, говорит. Водители сделают виноватым, говорит. Человек пострадает. И говорит, руки хотела, говорит, наложить на себя любыми способами. Как ты, говорит, об этом говорила. А потом подумала, говорит, на кого, говорит, я сына, говорит, оставлю, говорит. Я говорю, конечно, говорю, ты что, говорю, он же еще пацан совсем. Да какой бы он ни был, говорю, он как без мамы будет, как он без тебя будет, говорю, не смей этого делать. Она говорит, я не могла, говорит, себя найти в этом мире, говорит. Мне, говорит, было очень страшно, говорит, я жить хотела. И все такое. Я ее, конечно, понимаю. Жизнь у нее такая была, тяжелая. В деревнях это вообще караул. Раньше она сейчас скотину не держит никакую, только огород сажает. Никакую, говорит, скотину не держу, никого, говорит, мне не надо, кроме кота, говорит. Огород ей тоже помогают сажать, у нее очень большой огород. С Новочебоксарска приезжает пара, говорит, с 3 детьми, сажаем, копаем. И они, говорит, пользуются, говорит, всю зиму, говорит, овощами. Мне, говорит, не жалко. Нам, говорит, все равно с ребенком не съесть. Вот. Она такая очень добрая, открытая очень женщина, девушка среднего возраста. Симпатичная, голубоглазая. Проделали, говорит, 2 химии. Волосы у нее все вылезли. Сейчас у нее очень короткая стрижка. Обследовали. Из груди, говорит, взяли, говорит, часть груди. Отрезали тоже под общим наркозом. На биопсию. Рака, говорит, не обнаружили. Сказали, рака нет. И не было. Вот так, девочки, вот это врачебная ошибка, что делать с человеком. Это страшно. Это очень страшная история. Я слушала ее, да, девочки? И мне жутко становилось. Какая страшная вообще наша короткая жизнь, да? И мы еще смеем тратить время, да, на какую-то злость, обиду, да, зависть. Она такая быстротечная. Она говорит, Оля, говорит, я поняла, говорит, осмыслила жизнь, говорит, всю, да. Она говорит, вот сегодня, говорит, ты живешь, говорит, а вечером бац, или утром бац, и какая-то болячка прикрутилась, говорит, к тебе. Я говорю, да. Вот так, девочки. Она говорит, как хорошо, что мы с тобой вчера встретились, говорит. Я, говорит, так благодарна Богу, говорит. Я, говорит, так хотела тебя увидеть. Я, говорит, так хотела тебя увидеть. Мне, говорит, так было нужно, говорит, тебя увидеть, говорит. Как хорошо, что мы теперь опять говорит, обменялись номерами телефонов. Я сейчас, говорит, запишу в блокнот твой телефон, чтобы тебя не потерять, говорит Оля. Я говорю, а я, говорю, тоже твой потеряла, говорю. Я ее на листочке номер записала, паспорт положила. Она говорит, давай не будем теряться. Я говорю, ни в коем случае. Ты, говорит, мне вообще, говорит, знаешь, говорит, для меня, говорит, ты такой человек, вот мы с тобой мало общались, говорит, да, а вот когда мы с тобой первый раз познакомились, говорит, еще в автобусе ехали 27 лет тому назад, ты, говорит, для меня как будто мы с тобой, говорит, всю жизнь, говорит, с детства, говорит, вместе росли. У меня, говорит, первое было впечатление, говорит. Ты, говорит, мне очень понравилось. Это, представляете, девочки, сколько лет прошло? Мне было 20, да? 20-й год, а ей 21-й шел. Такие мы были молоденькие девчонки совсем.
И она говорит, мне, говорит, так показалось, говорит, Оля, вот ты представляешь, говорит, как будто мы жили, говорит, всю жизнь, говорит, да, в одном городе или там, ну, в одном поселенном пункте, говорит, и были соседями, соседками, говорит, дружили, говорит, да и потом, говорит, потом, говорит, ну, не в тот раз, как, говорит, да, в тот раз, и потом, говорит, я так думала, что, говорит, как будто мы как бы расстались, говорит, да, ну, там, разъехались. У меня, говорит, такое ощущение, как будто бы, говорит, я тебя знаю миллион лет, говорит, с детства. Вот. И я, говорит, так переживала, говорит, что я больше не увижу, говорит, тебя. Девочки, все мы под Богом ходим. И прошло вот 28, 27, 26 лет. В прошлом году мы увиделись случайно в автобусе. И в этом году случайно в инфоцентре. Мы все под Богом ходим. Это Бог направляет друг другу людей. Кто бы что ни говорил. Я это знаю. И сейчас ее поставили на учет в онкологии, и она каждые 3 месяца должна ездить и обследоваться. Она говорит, с одной стороны, конечно, неприятно, что в онкологии стоит на учете, но с другой стороны, говорит, это даже хорошо, говорит, да. Ей гормоны назначили. Гормоны. Вот после удаления яичников на 5 лет надо, говорит, то ли пить, говорит, потому что удалили на яичники. Я, говорит, думала сначала, говорит, будет меня разносить, говорит, но он говорит, все так в том же весе, говорит, держусь. Вот, девочки, такая страшная история, вы представляете? У нее всю жизнь такие проваленные глаза, и под глазами как бы синячки. Вот всю жизнь у нее такое лицо, потому что очень утомленное лицо, очень. Я говорю, ты сейчас работаешь? Она говорит, нет. Я, говорит, уволилась. Вкусняшка, малинка. Вот так, девчонки. Хочу ее пригласить в гости, когда приеду с работы. Вот. Такие дела. Что только в жизни не бывает. Слава Богу, я говорю. Слава Богу, хоть онкологии у нее нету. Мне так, вообще, я не знаю, девочки. Мне ее очень жалко. Она очень хорошая. Добрая, открытая такая. Хорошая она. Мне вреда вообще нету. Она воспитана, ее мама хорошо воспитала. Я говорю, тебе надо любовника. Она говорит, она, знаете, как прикольно мне сказала? Обоссаться можно. Оля говорит, ради 200 грамм колбасы, я, говорит, ты думаешь, целую скотину держать дома буду? Я сначала не поняла, девочки, что это такое. Мне, говорит, не надо, говорит. Я говорю, не поняла тебя. Она говорит, 200 грамм колбасы, это, говорит, хрен, говорит, его моржовый, говорит, член. А я, говорит, целого мужика дома держать буду. Ты, говорит, знаешь, говорит, у меня, говорит, после смерти мужа, говорит, я пробовала с одним сойтись, говорит, с мужчиной. Жил, говорит, у меня, сошлись, сам он с Чебоксар. Месяц, говорит, показал себя с хорошей стороны. А я, говорит, прихожу с работы, потом прошел месяц. День пьяный, сиди дома. Второй день пьяный. Мне, говорит, это крайне не понравилось. У меня, говорит, муж, говорит, мы прожили, говорит, сколько лет, говорит, в жизни пьяного не видела, говорит, в жизни не пил. Всегда, говорит, зарплату всю, говорит, мне отдавал, говорит, приносил. Ни пьяный, ни сраный, ни ссаный, говорит, не был нельзя. Я, говорит, его попросила уйти. И сказала, что ни одного мужика, говорит, мне больше на дух не надо. А в деревне, говорит,
когда овдовела-то, мужики-то, сама знаешь, говорит, в деревне-то, ага, баба обдавила, значит, говорит, шоркаться хочет, говорит, ебаться хочет, говорит, значит, везде не хозяйка. Стали, говорит, клеиться. Один, говорит, клеился, я, говорит, его спрашиваю, у тебя, говорит, какой рост? Он, говорит, 160. Я, говорит, тебя что? Что я, говорит, с тобой буду делать? На вешалку, говорит, подвешивать, говорит, в прихожей, говорит. Она 1,75 м, а он 160. А сколько, говорит, у тебя сантиметров член? Она прикольная. Он ей говорит 20. Ты, говорит, обалдел совсем. Ты видишь, говорит, какая я? Мне, говорит, нужно, чтобы у мужчины был член не меньше 25 сантиметров. 23, говорит, даже будет мало, говорит. Что, говорит, я с твоим шнурком 20-сантиметровым буду делать, говорит. Я говорю, ну ты опустил его ниже плинтуса. А по-другому, говорит, с ними нельзя. И когда, говорит, я говорит, так с ним поговорила, ко мне, говорит, больше никто, говорит, не подходит, деревенские мужики, говорит. Все, говорит, боятся, говорит, как огня. Как отрубила, говорит, всем. Вот так. Ну, правильно, конечно же. Зачем? Я бы тоже так и поступила. Зачем? Я тоже сказала, что вот я раньше девочки, когда помоложе была, еще лет 5 тому назад, да, я рассуждала, если мы с Колей разойдемся, я одна не буду, мне, ну, все равно я найду себе вторую половину, не буду я никого искать. Не надо мне никого. Не хочу, девочки. Ничего я не хочу. Мало ли что может произойти, если останусь одна, я лучше буду работать постоянно. Уже как бы не на месяц, не на 2 уеду, а уже можно уехать там на полгода и более. Потому что дома ничего не будет держать. Лучше увлечься работой, чем каким-то, блядь, хреном моржовым. Мне тоже никто не нужен. Совершенно. Уже в таком возрасте, девочки, неохота никакую семью создавать. Всему свое время. Всему свое время, девочки. В молодые годы это надо все создавать. Если человек не в молодые годы не создал, вот у девочек, у которых нету мужчин, да, до 40 лет уже трудно создавать семью, а после 40 лет и ребятам тоже, и ребята такие же. У меня куча знакомых таких девочек, которым уже за 50 немножко завалило, они всю жизнь бабылями ходят. Если не создали семью в молодом возрасте, никогда человек не создаст уже в своем возрасте, уже в возрасте более старшего поколения. Которые люди создавали семьи в молодости, да, и по причине, например, там, развода, да, или гибели второй половины, да, остаются одни. Они, да, тем более городские тем более, они создают. Деревенские нет, деревенские очень-очень редко. Вот такие еще могут создать. Понимаете, девочки? Вот такая вот, короче, колбаса. Кусок колбасы. 25 сантиметров должен быть, ну никак не 23. Всем хорошего настроения, всем спасибо, кто меня послушал, кто меня выслушал. Всем спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку, за опрос, то, что я вам предложила, да, произвести опрос, а то меня уже заебали моим возрастом. Я хотела бы почитать голоса, насколько я все же выгляжу, потому что, блядь, ну я не знаю, может быть, я слепая, я не вижу себя в зеркало, да, своего возраста. Мужчины в реальной жизни говорят, с которыми там вот встретишься чисто случайно. Мне почему-то мужчины говорят в реальной жизни, что я выгляжу на 40 лет, на 36 даже говорят. Вот. А почему-то женская точка зрения, да, вот тут вот падает, на меня смотрят мои видеоролики, да, и пишут, что мне 56-57 лет. Почему такое большое разногласие? Мужчины, наверное, слепы, девушки зрячие. И я решила, короче, сделать такой опросик. Почитаем голоса, посмотрим, что покажет. Посмотрю на себя со стороны. Может быть, я что-то на самом деле не вижу. И мужчины тоже.
Ладно, всем хорошего дня, всем спасибо. Не прощаюсь. По возможности выйду. Может быть, даже... Нет, скорее всего, выйду. Сегодня сделаем стримчик немножечко погодя. Пропылесосить надо. Кое-что поделать по домику надо. И застримимся через пару часиков. Окей.